Война. Война никогда не меняется. Именно так говорится в заставке одной популярной компьютерной игры. И отчасти это утверждение является правильным. Войны во все времена направлены на уничтожение себе подобных. Они несут людям боль, смерть и разрушение. Но с другой стороны, ничто в истории человечества так не способствовало развитию науки и техники, как войны. В этом выпуске мы поговорим о том, какую пользу в развитии нашей цивилизации сыграла война. Мы узнаем, так ли похожи друг на друга все войны и почему люди до сих пор не научились избегать вооруженных конфликтов. Подписывайтесь на канал «Эпоха динозавров». Это позволит вам первыми узнавать о появлении новых роликов. Также у наших подписчиков есть возможность оставлять комментарии и отмечать понравившиеся ролики при помощи лайков. Это поможет нам в развитии канала и продвижении нашего контента по алгоритмам площадки. В некоторых предыдущих выпусках мы уже затрагивали тему войн. Тогда мы рассматривали агрессивную природу человека и его тягу к разрушениям. Но у всех вооруженных конфликтов в истории человечества имеется и обратная сторона. Они всегда были двигателем прогресса. Однажды кто-то из наших далеких предков взял в руки палку или камень для того, чтобы ударить ими животное или другого человека. С того момента люди начали думать, как сделать это оружие более смертоносным. При этом мы также не переставали думать о способах защиты от разного оружия. При помощи более длинной палки оказалось намного удобнее атаковать врага, не давая ему приблизиться на расстояние удара. А если конец этой палки заточить или обжечь в костре, или закрепить на конце острый камень, то можно наносить более глубокие раны. Бить врага по голове зажатым в руке камнем или деревянной палкой, конечно, можно. Но при помощи каменного топора делать это сподручнее, а эффект намного серьезнее. С изобретением пращи, копьеметалки и лука охота на животных и сражения между людьми вышли на новый уровень. Но все эти действия достаточно сложно назвать войной. На заре человечества столкновения между людьми происходили во время борьбы за ресурсы. Эти столкновения происходили в форме коротких набегов на соседние поселения или нападений на появившихся в окрестностях чужаков. Самым древним археологическим свидетельством таких сражений является так называемая Транхальмская яма смерти. В обнаруженном в 1983 году массовом захоронении археологи нашли останки 34 человек. Они были убиты около 5000 лет до нашей эры. Среди убитых было 16 детей, 7 мужчин и 7 женщин. Половую принадлежность еще двоих убитых взрослых ученым определить не удалось. Наиболее вероятно, что все они стали жертвами набега агрессивных соседей. Во времена родоплеменного строя короткие набеги на поселения были нормальным явлением. Не были исключением и древние германцы, совершавшие нападения на поселения в Транхальме. Целью таких военных предприятий мог быть захват ресурсов или рабов, а также кровная месть. Вероятно, нападавшие стремились убить всех взрослых мужчин. Это позволяло надеяться на то, что никто не будет мстить за разграбленное поселение. Женщины могли попасть в рабство и впоследствии влиться в род победителей. Старики и дети были обузой. Они не могли трудиться наравне со взрослыми и приносить хоть какую-то пользу в хозяйстве. Их, как правило, ожидала смерть.
Практика подобных набегов существовала долгие века. Менялись их цели и количество участников. Также у нападающих и защищающихся появлялись новые способы нападения и защиты. Но люди, считающие себя способными забрать чужое силой, существовали всегда. Племена галлов и германцев тревожили окраины Римской империи. Приходили из степей Средней Азии кочевники, причаливали к берегам Британии и империи франков дракары викингов, уводили подданных Московского царства в рабство крымские татары, набегали лихие запорожские казаки на земли Османской империи. Таких примеров в истории человечества можно привести огромное количество. Возможно, жертвой подобного набега стал знаменитый Эцци. О нем мы уже неоднократно упоминали в наших предыдущих роликах. Ученые предполагают, что он погиб в схватке. На его оружии и одежде обнаружены следы крови еще 4 человек. В результате Эцци был ранен стрелой в плечо и сброшен с большой высоты. Об этом свидетельствуют переломы и другие повреждения. Схватка, в которой он погиб, произошла примерно через 2000 лет после резни в Транхальме. И по одежде и оружию Эцци можно судить о прогрессе в технологии войны. Наиболее ценным предметом его вооружения, несомненно, является медный топор. С точки зрения современного человека, это оружие является достаточно примитивным. Но в конце 4-го тысячелетия до нашей эры он был вершиной технологии европейских оружейников. Топорище оружия Эцци было изготовлено из тиса. На его конце при помощи кожаных ремней и дегтя закреплена совсем небольшая медная пластина. Она была отлита в готовом виде в двустворчатой форме. Больше никакой механической обработки при изготовлении лезвия не использовалось. Судя по следам на металле, Эцци часто использовал топор по назначению. А поскольку медь является довольно мягким металлом, топор регулярно приходилось чинить. Эта процедура заключалась в нагревании кромки лезвия и его последующей проковке. В 2016 году группа итальянских ученых произвела полный химический и изотопный анализ сплава, из которого был изготовлен топор Эцци. Результаты исследования позволили сделать еще одно интересное открытие. До этого считалось, что вся медная руда, применяемая жителями Альп в то время, была добыта на месте или привезена с Балкан. Но металл в топоре Эцци оказался родом из месторождения в Тоскане, регионе в Центральной Италии. В результате на карте торговых путей IV века до нашей эры появился еще один маршрут распространения меди. Правда, пока неизвестно, в каком виде металл попадал к своему последнему владельцу. Его могли привезти как в виде руды, так и в виде уже готового лезвия или целого топора. Из этого открытия можно сделать вывод, что развитие военных технологий способствует развитию торговли и взаимоотношений между удаленными друг от друга регионами. Другого металлического оружия или предметов вооружения при Эцци не обнаружено. Его лук был изготовлен из тиса, а кинжал был кремниевым. Но даже такой набор оружия позволяет исследователям предположить, что этот человек при жизни был воином. Его соперники, скорее всего, были вооружены примерно так же, поэтому воину нужна была какая-то защита от стрел и топоров. Этим целям служила плотная меховая куртка и шапка Эцци. Они позволяли смягчить удары и защитить тело и голову. Но в той роковой схватке с врагами такой защиты оказалось недостаточно.
Но набег от настоящей войны отличает то, что нападавшие не стремились покорить чьи-то земли. Они забирали все, что могли увезти с собой, и возвращались в свои дома. С развитием общества и технологий сражения между людьми приняли совсем другой оборот. С обеих сторон начали сходиться профессиональные воинские дружины и даже целые армии. Залогом выживания в таких битвах стало использование более совершенных средств защиты. С открытием бронзы у людей появилась возможность делать прочные доспехи. Бронзовый шлем уже мог гарантировать высокий уровень защищенности от удара бронзовым же оружием. Также в сражениях применялись щиты из дерева и кожи. Но обеспечить себя качественным оружием и доспехами могли только обеспеченные люди. В родоплеменном строе это были вожди и наиболее умелые воины. Впоследствии из них сформировалась знать и профессиональные воинские дружины. После этого война приобрела совсем другой вид. Главной ценностью стала территория, с которой можно было получать доход. Это могли быть как налоги, так и продовольствие или просто рабочие руки. Также правителям было важно закрепиться на каком-либо торговом маршруте или завладеть источником каких-нибудь природных ресурсов. За такие богатства в битвах сходились уже не представители одного-двух родов, а многочисленные армии. Самым ранним свидетельством таких войн является находка, сделанная в 1996 году. В долине реки Толензе в Германии было обнаружено огромное количество человеческих и лошадиных костей. Ученые определили, что здесь погибли от 700 до 800 человек. В основном это были здоровые, физически развитые мужчины возрастом от 20 до 40 лет. На многих костях и черепах имелись следы насильственной смерти. Битва, в которой погибли все эти люди, произошла в конце Бронзового века, примерно в 1200-1300 году до нашей эры. Сначала ученые предположили, что столкнулись с последствиями крупного набега на большое поселение или торговый караван. Такое предположение родилось исходя из найденных женских и детских останков, а также некоторых бытовых предметов и инструмента. Кроме того, некоторые погибшие люди при жизни явно занимались тяжелым физическим трудом и не были воинами. Но сторонников этой версии развития событий оказалось совсем немного. Но в битве, где погибло несколько сотен людей, должно было участвовать от 2 до 4 тысяч человек. Стоит предполагать, что все найденные останки принадлежат проигравшим. Победители, скорее всего, забрали тела своих павших товарищей, а побежденных обобрали и оставили лежать на земле. Причем анализ останков говорит, что эти люди не были родственниками. Значит, сражение вряд ли было результатом набега на земли какого-то отдельного рода. Удивительно, что такое большое количество людей сошлось в битве в тех землях, где нет известных крупных поселений. Да и вообще, территория Северной Европы в Бронзовом веке была совсем не густо заселена. Долгое время ученые не могли понять причину, по которой сражение состоялось именно здесь. Но позднее, неподалеку, были обнаружены остатки древней плотины. Их возраст соответствовал примерно 1700 году до нашей эры. Возможно, эта дамба служила переправой через реку и находилась на каком-то важном торговом пути. Спор за такой лакомый кусок местные правители вполне могли решить при помощи войны. В таких битвах все решали уже не личная отвага и воинское умение отдельных воинов. В битве при Толензе, а также в последующих сражениях по всему миру,
люди сражались друг с другом в плотном строю. Здесь нужна была строгая дисциплина и иная тактика. Позже случатся греко-персидские войны, завоевание Александра Македонского и величие Римской империи. Все они стали возможны благодаря появлению новой военной тактики, прогрессу в технологиях и развитии экономики. Кроме того, новые способы ведения войны вынудили людей пересмотреть свои взгляды на строительство. Отдельным малым поселениям стало сложно противостоять врагу. Для обороны пришлось строить укрепленные города. Позже они преобразовались в города-государства и дали начало великим империям античности. Немалая заслуга в появлении этих огромных империй принадлежит и правителям, которые их возглавляли. Их имена до сих пор знает каждый школьник. Имя еще одного завоевателя известно каждому. Но, возможно, его империя, которая занимала полмира, могла бы не появиться без одного простого, казалось бы, изобретения. Речь идет о Чингисхане и созданной им империи. Природные всадники, монголы, могли не выйти из своих степей, если бы не было изобретено обычное стремя. Оно позволило всаднику удерживаться в седле и управлять лошадью без использования рук. Позже усовершенствованное седло и стремена стали залогом успеха на полях сражений рыцарской конницы. У каждого великого и могучего государства были свои военные достижения. Византийцы использовали так называемый греческий огонь. Англичане в Столетней войне умело применяли валлийских лучников. Французы в ответ организовали кавалерийские ордонансовые роты. Но впоследствии всех уравняло изобретение огнестрельного оружия. Людям снова пришлось разрабатывать новую тактику сражений, придумывать новые способы защиты, строить более сложные укрепления. Доспехи перестали защищать от пуль, и все армии перешли на линейную тактику и кавалерийские атаки. Но с изобретением пулемета и отравляющих газов все еще сильнее усложнилось. В Первую мировую войну активно начала применяться окопная тактика. Также пришлось каждому бойцу выдать в дополнение к обмундированию и оружию еще и противогаз. Его, кстати, тоже пришлось сначала изобрести. Также в начале 20 века в войнах применили танки и самолеты, паровые корабли и бронепоезда. Авиация и танковые войска до сих пор являются одной из важнейших составляющих всех армий мира. Но сравнить их с образцами столетней давности просто невозможно. Сейчас это высокотехнологичные изделия, начиненные компьютерной техникой и электронными системами. Броненосцы Первой мировой сейчас сменились авианосцами. В конце Второй мировой войны было разработано и опробовано различное ракетное вооружение. Немецкие Фау-2 и советские «Катюши» сейчас заменили на реактивные установки залпового огня и ракеты со стратегическими ядерными зарядами. На данный момент люди создали столько различного оружия, что могут уничтожить собственную планету несколько раз. Но и этого нам показалось мало. Для достижения победы над врагом хороши все средства. Газовые атаки Первой мировой войны остались в далеком прошлом. Сейчас химическое оружие сбрасывается на врага при помощи авиации, несущей кассетные боеприпасы. Даже достижения микробиологии люди поставили на военную службу. Конечно, использовать болезни для уничтожения целых народов придумали очень давно. Британские колонисты продавали индейцам Северной Америки одеяла, оставшиеся после больных. Не имея природного иммунитета к болезням белых людей, аборигены вымирали от мала до велика. Но сейчас
Каждое крупное государство может сбросить сотни бомб, начиненных болезнетворными микроорганизмами, как на вражеские укрепления, так и на мирные города. Однажды даже самое смертоносное оружие человечества уже было применено в реальной войне. Бомбардировка японских городов Хиросима и Нагасаки ядерными зарядами принесла США мгновенную победу в войне. Но цена этой победы была слишком велика. В одночасье были практически стерты с лица земли 2 города, населенных не только военными. Последствия воздействия этих зарядов сказались на здоровье нескольких последующих поколений японцев. Сейчас атомные электростанции дают миллионам людей энергию, питают заводы, позволяют освещать и обогревать дома. Но и ракеты, превосходящие по мощности заряды, сброшенные на Хиросиму и Нагасаки, тоже ждут своего часа. Сейчас технологии развиваются с огромной скоростью. Весь мир находится под управлением компьютеров, и война постепенно перемещается в киберпространство. Речь сейчас идет не о компьютерных играх. Вредоносные программы, способные проникнуть в центры управления стратегическими объектами, разрабатываются и совершенствуются. И где бы ни случилась следующая война, на просторах интернета или в космическом пространстве, она никогда не меняется. Меняются только способы ее ведения, а цели и последствия остаются неизменными на протяжении всей человеческой истории. Мы благодарим зрителей, которые досмотрели этот ролик до самого конца. Подробнее узнать об истории войн и особенностях развития человеческого общества можно из наших предыдущих выпусков.